Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу отчитаться о проделанной мною работе по строительству беседки. Сегодня 17 октября. У нас первый мороз уже был сегодня, минус 4 градуса. Работать я уже не могу, красить и лаком покрывать. Вся работа остается у меня на следующий год. Я строю беседку на своем дачном участке. Вот хочу вам показать свою работу. Беседка у меня состоит из 11 деревьев, подпирающих вот такую зеленую крышу. Крышу нам помогали делать, я сама не смогла ее сделать. Вот я изготовила, значит, 11 деревьев. Это столбы внутри металлические, подпорные, которые поддерживают крышу. Ну, мы сделали имитацию, как будто бы это ветки деревьев поддерживают крышу. Вот внутри какая крыша. 2 балочки у нас здесь положены. Я тоже их задекорировала в виде деревьев. На них освещение крепится. Вот деревья, они у меня уже закончены. Вся работа моя уже закончена, но я думаю, процентов на 95. Осталось кое-какие дела у меня. Ну, по покраске кое-что я буду еще немножко исправлять. Может быть, чуть-чуть поменяю цвет. Так, вот это у меня стол. Стоит здесь стол. Он тоже сделан из бетона. Вот, ну, как бы под дерево. Он еще не закончен, еще вот скобяные изделия, замок и ключик. Это еще пока что в процессе. Но если будут еще теплые денечки, то я, может быть, их и сделаю. Так, а деревья я, думаю, что они у меня готовы. Деревья я покрою все-таки лаком, потому что они у нас иногда подпадают под дождь. Поэтому нужно их как бы защитить. Вот Володя плюс Люба. Какой-то мерзавец здесь выковырял на таком красивом дубе. Ну вот мой камин и печка. Ну, печку я еще буду немножко с цветом работать. Еще пока не знаю, какой у меня окончательный цвет будет. Вот эту печь и камин я сложила из кирпича, лет 10-12, может быть, даже назад. Это действующая печь, мы на ней вот грибы отвариваем и варенье варим. А в камине здесь у нас стоит металлический такая штучка, я даже не знаю, мангал. И на нем тоже мы все это делаем. Все, а внизу это дровишки туда сложим. Вот я сделала это в виде дуба. У этой печки и у камина у каждого отдельный дымоход. Я знаю, что в камине должен быть дымоход прямой, чтобы она не дымила, чтобы камин не дымил. А вот эта труба, она входит уже из печки, она входит в дымоход камина. Все это действующее, все это работающее. Я ее, когда делала, я книжек почитала, книжки всякие почитала. И мама мне кое-что подсказывала. Я помню, как папа у меня клал голландку, а мне было лет 12, может быть. Я слышала, что должна быть тяга там какая-то. Так, а это мои деревья. Я тут пыталась разными красками изобразить, что мох на них растет. Ковочку я еще пока не делала. Серебром буду делать ковку. Вот это мои деревья. Я их старалась сделать в натуральном виде, изогнутыми. Там стоят хорошие столбы крепкие. Я сама их там наваривала. Чтобы бетон хорошо держался, мне муж помогал тоже. Мы закладывали туда в виде пенопласта, пеностирола, какой-то упаковочный материал мы укладывали. И сеткой обматывали мелкой. И потом уже бетоном в 2 слоя. Здесь у нас сделана лавочка. Лавочка капитальная. Там лежит 2 таких мощных трубы. Вот эту лавку я
По нему сняла, по этой лавочке фильм есть отдельный, как мы ее делали, как мы делали броширование. Вот на костре выжаривали эти дощечки. И я их немножко затонировала пинотексом под красное дерево. Ну, думаю, что надо лаком покрыть несколько раз. Вот такие пеньки. Вот. А пол я укладывала в прошлом году. У нас была очень теплая осень в ноябре месяце. И я по интернету заказала камень вот такой галтованный, 5 сантиметров толщиной. Очень качественный, хороший, мне понравился. Я его за недельку уложила на песок. На песок уложила. Хорошо он у нас тут лежит. Ничего, влага не собирается, а то здесь у нас была яма. Мои работы временно приостановились из-за того, что у нас в лесу пошли грибочки, опята. Я это все бросила, свою работу, и помчалась в лес. Поэтому я отвлеклась и не успела сделать до конца вот эту работу. Если будут еще теплые деньки, я, конечно, постараюсь сделать. Так, ну вот еще подробно вам показываю скобяные изделия. Замок. Я посмотрю, как Володя там делал свой замок, как он его разукрашивал. Ну, рыба будет золотой карп, я думаю. Золотистый карп. Вот такая моя работа. У печки 2 конфорки. Но она у нас тут уже лопнула от интенсивного использования. Но ничего, действующая. Вот ковочку мы еще сделаем. Вот такая работа у меня на сегодняшний день. А вот эта вот змея, которая тут у меня протянулась, это автопортрет. В нем заложено 4 провода электрических в гофре. Замаскировано. Она охраняет здесь все свои владения. Вот такая печка получилась. Горит, все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Жду вас на своем канале. Баба Люба, давай.